Здравствуйте, дорогие мои друзья! Давно я вам не показывала свои цветочки. И вот решила показать. Дело в том, что в городе Пензе 2 месяца стояла 40-градусная жара. Я очень плохо ее переношу, и, честно говоря, был вот совершенно не до съемок цветов. Сегодня второй день, когда у нас более-менее прохладно, там градусов 25-26 всего-навсего. Я решила, что нужно поиметь совесть и привести цветы в порядок, потому что они за это время, конечно, какие цветут, какие не цветут. Ну и начнем мы сегодня с вами с орхидей. С этой стороны у меня стоят те, которые цветут, потому что жара это повлияла и на меня, и на цветы, и на все, что угодно. Вот такая у меня есть орхидейка. Она еще цветет, но уже доцветает. Цвела она шикарно. У нее было вот несколько цветоносов замечательных. Цвела она у меня с Нового года. И вот до сих пор сегодня у нас 23 августа. Сейчас мы немножко ее приведем в порядок. Она у меня посажена в закрытую систему. Честно говоря, вот для такой жары мне показалось закрытой системой прям самое то. По крайней мере, они у меня не пересыхали. Я сейчас обрежу сухие цветоносы, которые уже отцвели, и которые ей не нужны. Вот эти не сухие, они уже, в принципе, цветы уже практически отцвели. Вот они еле-еле живые. Ну и отрезать вроде бы как жалко. Ну ладно, пусть цветет. Теперь посмотрим, что у нее здесь. Здесь у нее шикарные корни, и это вообще орхидея, которая выпрыгивает из всех моих горшков. Вот я ее пересадила совершенно недавно. Совершенно недавно ее пересадила. Это, наверное, было ранней-ранней весной. Посадила я ее прям так вот основательно, хорошо, в горшочек. Ну вот видите, она опять из него выпрыгнула. Она нарастила вот эти листы, сбросила нижние и сделала мне корни еще. Но от корней я, в принципе, не возражаю, пусть будут корни. Но вот шея у нее выросла очень быстро. Я вот сижу и думаю, что мне с ней такое сделать, не то пересадить, не то еще что-то. Но сегодня точно пересаживать не буду. Сегодня я ее немножко помою, потому как они у меня все пыльные, невозможно какие пыльные. И добавлю ей сюда мху, потому что у нас тут был очень сильный ветер, прям ураганный, и она у меня кувыркнулась. И вот здесь вот явно ей не хватает. И мы сейчас немножечко добавим. Сверху здесь мох лежит. Поливала я их недавно, поэтому они у меня еще все сырые. Сейчас я ее поставлю вот так в тазик. И попробую немножко помыть. Помою я ее вот так. Не пугайтесь, это не средство для стекол. Вот я туда воды налила. Просто удобный пульверизатор, который почему-то... Вот таким образом мы ее сейчас помоем. Да что ж тебе. 5 минут назад все работало хорошо. Ну ладно, бог с ней. Немножко помыли. Сейчас я возьму
Сейчас я возьму немного коры и немного мха. Потому что там такой большой угол, мне не хочется его здесь выполнять мхом. Ой, кора у меня очень большая, я ее немножко поломаю. Прям вот так вот руками. Нарезанная, крупная. И добавлю вот сюда вот в горшочек. И пока не буду трогать, пока не буду пересаживать, пусть растет, пусть цветет. Бог с ними, с корнями. Совсем из горшка не выпрыгнет. Ну, надеюсь, еще до весны она у меня постоит. Но если уж не постоит, тогда пересадим. И немножечко добавлю я сюда мох. И что тут закончились все запасы, поэтому ходила, покупала новые. Мох сфагнум. Так, добавим мы сюда мох. Поливать я ее не буду, потому что я же поливала 2 дня назад. Так все. И она сейчас еще абсолютно сырая. Да еще я ее и помыла, ко всему прочему. Так. С одной орхидейкой мы с вами справились. Может быть, я не буду этот тазик больше ставить. Я думала, будет очень сыро. Ну, в принципе, не очень сыро. У меня здесь такая влагонепроницаемая поверхность. Теперь следующая цветущая тоже орхидея. Вот так она у меня выглядит. Появилась она у меня не очень давно, но это уже домашнее цветение. Было у нее цветение магазинное. Вот один был цветонос, и вот был второй цветонос. Эти цветоносы уже отцвели, и она дала домашний хороший цветонос. Мы ее немножко лечили, потому что когда я ее принесла, на ней были проблемы. На ней был мучнистый червь. Я ее обрабатывала Актарой. Вроде бы как сейчас не наблюдается. Отрежу я цветоносы старые. Вот у меня здесь немножко проблемы с корнями. Но это корни, которые были магазинные. Они немножко отсохли, потому как когда ее принесла, она была не в идеальном состоянии. И вот мне хочется их немножечко сейчас вот так обрезать, чтобы вот эти засохшие части. Сейчас одену очки, чтобы не видно было. А то что-нибудь лишнее отрежу. Вот возьму сейчас и вот эти засохшие части и так немножечко подрежу, чтобы они не торчали, не были такие страшненькие. Но в то же самое время она вот дала корни. Корни дают отростки. Вот смотрите, какие хорошие. Она живет. Здесь у нее вот такая вот вполне приличная корневая система. Не знаю, видно вам, не знаю, нет. Ну вот есть такая вот. Вот. И она дала вот этот третий цветонос. И замечательно цветет. Она растет.
У нее вот появился новый листочек. Так что я надеюсь, что с ней будет все в порядке. Сейчас мы ее также немножечко помоем. Здесь еще корешочек сейчас подрежу. Сухой. Вот. И чуть-чуть ее помою, потому что пыльные у меня все цветы. Очень. Ну что же, у меня только что все получалось хорошо. Устроили мы такой небольшой душик. Я так думаю, основательно я их потом попозже еще помою. А это уж так, чуть-чуть. Маленький душик устроим. Итак, у нас следующая цветущая орхидея. Эта цвела довольно-таки долго, продолжительно. Она вот давала боковые побеги, на них тоже были цветы. Но этот вот уже цветонос отцвел. Здесь вот остались только такие на кончиках цветочки. Но она долго радовала меня своим цветением. Очень хорошо вырос вот листик. Так что эта орхидейка меня прям порадовала. Остались у нее такие вот сухие отсушенные корни. Но это корни еще магазинные. И мы их сейчас с вами удалим. Удалим вот эту всю красоту. Все эти сухие корешочки. Чтобы они не портили нам картину. Чтобы она цвела, радовала глаз. А то торчат какие-то сухие корни. Кажется, все это некрасиво. Вот. И здесь вот немножко, вот смотрите, вот тоже есть такие вот корни отсушенные. Но это корни еще те, которые я принесла из магазина. Новые она здесь не портила. Вот так. А так вообще вот посмотрите, какие у нее корешочки. У нее хорошие корешочки. И снизу хорошие зеленые корешочки. Орхидейка прекрасно себя чувствует. И радовала меня своим цветением. Ну и что, нам осталось ее немножко ополоснуть. Так, куда-то я дело свое. Осталось чуть-чуть ее помыть, чтобы она была почище. И пока отставим ее в сторону. С ней я не буду ничего делать, на ней все хорошо. Немножко она вот тут вот с пятнышками. Но эти пятнышки, это пятнышки от неправильной транспортировки. Я когда везла, я немножко попортила листики. Вот. Так, помыли мы ее, привели в порядок корешочки. Ну вот пока с цветоносами не знаю даже, что делать. Может их обрезать. Ладно, сегодня я ее не буду трогать. Пусть так постоит, а потом подумаю, что с ней сделать лучше. Следующая орхидейка. Эта орхидейка недавно появилась у меня в коллекции. Мне ее подарили. Я вам показывала, когда она появилась. Вот такая вот красавица. Вроде бы как она чувствует себя хорошо. Больших проблем я на ней не обнаружила. Хотя она была сильно пересушена. Но вроде бы вот корешочки у нее
пришли в норму. Ну, кое-какие отсохли, конечно. Но мы их сейчас с вами подрежем. Вот эти отсохшие корешочки. Вот. Чтобы она имела у нас красивый вид. А так, в основном, корни все целы. Она цветет, она прекрасно себя чувствует. Такая адаптация домашняя у нее уже прошла. И сейчас мы только немножко наведем красоту. Вот удалим вот эти вот засохшие корни, которые... Ну, я сразу, когда ее принесла, она была сильно пересушенная. И я сразу была уверена, что корни не все сохранятся. Честно говоря, еще много сохранилось. Я думала, будет хуже. Я думала, вообще пропадут эти корни. Но, слава богу, они остались. Они остались. Они вот такие зелененькие, хорошенькие. Вот, смотрите, какие хорошие зеленые корешочки. Вот. Здесь вот они на концах подсохли. Сейчас я их подрежу. Ну, пока такого роста я... А хотя нет, вот она нам дала. Нет, вру, не дала. Нет, не дала. Что-то мне показалось. Да. Без очков показалось, что она дала листочек. Нет, не дала листочка. Просто какая была, такая и осталась. Ну и продолжает цвести, продолжает радовать своей такой вот красотой. Вот. Такая вот красота у нее. Сейчас я ее отставлю. Она высокая, не умещается никуда, ни в какую камеру. Вот она какая. Красавица наша. Вот. Так, помыть забыла. Но она, в принципе, не очень пыльная, потому что она у меня здесь недавно. Она не успела покрыться пылью. Это остальные орхидейки, я их, наверное, месяц к ним не подходила. С этой жарой сумасшедшей. Точно месяц, наверное, не подходила. Отставим на место ее. Еще у меня есть красавица вот такая. У меня есть дендробиум. Вот кто как относится к дендробиуму, а мне они очень нравятся. Они мне очень нравятся. Честно говоря, я очень долго вообще не знала, что это орхидея. Я, кроме фаленопсов, ничего не знала. Вот я недавно начала тут изучать, смотреть и все остальное. И тут вот мне попалась вот эта красавица, и я ее, конечно, приобрела. Вот, мне они очень нравятся. Вот такие вот какие-то парящие сиреневые мотыльки на стебле. Особенно, когда вечером смотришь, вот самого стебля не очень видно. Одни цветочки, они прям вот парят. У меня такое ощущение, как будто вот птички колибри прилетели и уселись на веточку. Вот. Вот такая красавица появилась у меня в коллекции орхидей. Ну, один ствол вот у нее, один цветонос уже полностью. Ну нет, она еще там вот дает, она растет. Но у нее еще здесь есть вот два отросточка, которые пошли уже в рост и тоже будут цвести, надеюсь. У меня опыта ухода за дендрориуме нет пока такого серьезного. Надеюсь, я не наделаю никаких глупостей, потому что я теперь изучаю тех, кто этим занимается, усиленно смотрю видео про дендрориумы и буду ими заниматься. Дендробиумы. Господи, дендробиумы. Вот, видите, я даже еще выговаривать их не научилась.
дендробиумы. И буду ими заниматься, потому что они мне очень нравятся. Эти вот такие парящие птички, это прям вот самое то, что мне хотелось. Очень нравится. Ну вот, на этом цветущая орхидея закончилась. Вот, все здрасте. И уронила сразу же. Так, стой, не падай.